Hi everyone, с вами Ева Лорман и Елена Бернес, и мы продолжаем наш курс «Мастер наращивания ресниц» или «Мастер лэшмейкер». В этом видео мы с вами поговорим о технологии объемного наращивания ресниц. То есть, каким образом мы будем приклеивать пучки для объемного наращивания ресниц на натуральную ресницу. Первое, что в объемном наращивании ресниц очень важно. Важно работать правильным клеем. Правильный клей – это клей быстрой сцепки. Я могу, конечно, вам сказать, ребята, покупайте клей долгой сцепки 4-5 секунд, потому что вы новички, вам сложно будет первое время работать клеем быстрой сцепки. Вы знаете, нет. Как показывает практика на офлайн курсах, в принципе, мы сразу выдаем клей быстрой сцепки, и, в общем-то, студенты достаточно быстро начинают с ним работать. Поэтому я вас не буду вводить в заблуждение, что для новичков существует такой клей. Да, он существует, но мастера таким клеем практически не работают. Поэтому, друзья, первое, в объемном наращивании ресниц мы работаем исключительно клеем быстрой сцепки. И не надо его бояться. Попробуйте, и вы поймете, что не так он страшен, как о нем можно услышать на просторах интернета. А вот сколько секунд, это уже зависит от фирмы, на которой будете работать. В некоторых фирмах пишут 1-2 секунды, в некоторых пишут 2-3 секунды. Я могу вам сказать, что среднее время отвердения клея примерно 2 секунды. Так и запишем 2 секунды. Я уже вам показывала, как формируются пучки для объемного наращивания ресниц. Поэтому мы их здесь не будем обсуждать, а мы обсудим, как эти пучки ставить на натуральную ресницу. Рисуем ресничный ряд и рисуем ресницы. Это у нас натуральные ресницы. Это внешний угол, это внутренний угол. Как мы с вами уже на классическом наращивании изучали, что при наращивании ресниц вы будете работать двумя техниками постановки ресниц. Первая техника – это отделение рабочей ресницы. Рабочая ресница. После этого вы формируете пучок, то есть левой рукой вы держите рабочую ресницу, затем в этом процессе вы формируете пучок. После этого вы погружаете пучок в клей и ставите на рабочую ресницу. Это первая формула, по которой можно наращивать ресницы. И вторая формула – это формирование пучка, затем погружение его в клей. После этого вы отделяете рабочую ресницу и приклеиваете к ней пучок. Вот вторая формула, по которой можно работать. Мы уже обсуждали с вами, что и первая, и вторая формула, она подходит в процессе наращивания ресниц. Скорее всего, вы будете работать вот этой техникой, но это не является панацеей. Здесь вы будете выбирать сами. Попробуйте и первую, и вторую технику, и выберите, что вам больше подойдет, так как это все очень индивидуально. Когда мы сформировали пучок, мы отделяем рабочую ресницу пинцетом. Рабочая ресница у нас находится четко посередине между лезвиями пинцета. И мы ставим пучок, отступая от века 0,2 мм. Если сравнивать с классическим наращиванием ресниц, то в классике мы можем отступить 0,5 мм. Отступили 0,2 мм от века. Обязательно надо один раз прокрасить, но не полностью всю ресницу. Так как мы на пучок набираем мало клея, на пучок мы набираем ровно столько клея, сколько у вас высота вашей ножки. То есть в клей погружается только ножка. Весь пучок или половина пучка мы в клей не погружаем. Вот у нас высота ножки, и мы погрузили
в клей именно ножку. После этого мы должны прокрасить этим количеством клея тоже такую же примерно длину, как и высота ножки, длину натуральной ресницы. И на второй раз обязательно поставить уже ресницу. Потому что если вы будете третий раз это делать, четвертый раз по инерции, то есть вот бывает заигрываются студенты с этим делом, поэтому раз и поставили. Вот такое молниеносное движение вы должны обязательно делать. Так вот, если вы будете продолжать прокрашивать, то клей, так как он быстрой сцепки, он успеет уже заполимеризоваться, затвердеть, и вы не сможете поставить ресницу. Она просто-напросто не приклеится. Чтобы этого избежать, друзья, мы прокрашиваем небольшой участок натуральной ресницы, а примерно на высоту ножки, и на второй раз обязательно ставим, отступая от века 0,2 мм. Вот и все. Как будет выглядеть наращивание 2D на натуральных ресницах? От отступа начинается ножка, и вот таким образом это будет выглядеть. То есть натуральная ресница по факту должна быть примерно посередине пучка. После того, как вы поставили ресницу, это первая ресница, надо ей обязательно придать правильное направление. Направление у нас веерной раскладки в сторону внешнего угла. Вы пинцетами должны обязательно ее направить в сторону внешнего угла. На практике это вы все увидите. Вот и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Мы с удовольствием ответим на них. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Ева Лорман, Елена Бернес. Уроки красоты и антистресс. С нами научишься ты всему. Вот смотреть нас надо почему. Хочешь о ресницах и бровях, депиляции, ногтях все узнать? Подпишись на канал и будешь изучать. Просто смотри все наши видосы и сразу решишь все свои вопросы. Лорман, скажи, да, это верно. Бернес, подтверди. Да, непременно.